Всем привет, с вами команда ArtFX. В сегодняшнем уроке мы научимся делать вот такой вот прикольный текст из жидкости. Для начала создаем новую композицию. Назовем ее Liquid Text. Создадим новый текстовый слой. И шрифт выберем Mail Ray Stuff. И напишем что-нибудь для примера. Переместим Anchor Point в центр нашего текста и разместим сам текст ровно в середине композиции. Для этого зададим вручную параметр Position. Это будет 960 и 540. С композицией, в которой будет находиться текст, мы закончили. Сделаем Precompose. Для этого нажмем Ctrl-Shift-C и назовем новую композицию Placeholder. Следующим шагом нам нужно сделать, чтобы текст выглядел так, как будто он состоит из некой жидкости. Для этого потребуется сочетание нескольких эффектов. Для начала накидываем эффект Minimax. Радиус увеличим до 15 и Operation выберем Minimum. И Channel выберем Alpha. И теперь добавим второй эффект, который называется Vegas, который поможет нам добиться того самого эффекта жидкости. Количество сегментов уменьшим до 1, ширину увеличим до 40, режим наложения выберем Transparent. Все остальные параметры, кроме End Opacity, сделаем по единице. Добавим также эффект Fast Blur и увеличим размытие до 20. Теперь добавим эффект Simple Choker, чтобы избавиться от размытых краев. Choke Mate сделаем 13. Продублируем эффект Simple Choker, только значение сделаем отрицательным. И еще раз продублируем эффект Simple Choker, только значение сделаем чуть-чуть побольше. Еще немного подкрутим значение эффектов Simple Choker, чтобы добиться результата, который будет нас устраивать. И теперь заанимируем появление нашего текста. Перемещаем курсор времени на нулевой кадр и ставим ключи у параметров Length и Rotation. Отодвигаем курсор примерно на секунду и 10 кадров и снова ставим ключи. Возвращаемся на нулевой кадр и значение длины уменьшаем до 0. И если посмотрим, что получилось, то видим, что теперь отрисовывается текст по контуру. Но все еще нет нужного нам эффекта. Для этого нужно заанимировать Rotation. Уже лучше, но анимация линейная. Чтобы это исправить, выделим ключевые кадры и нажмем F9. Чтобы еще немного улучшить анимацию, выделим ключевые кадры и нажмем на Graph Editor и подправим графики. Сделаем их примерно вот такой формы. Теперь сделаем прекомпоз этого слоя. Для этого его выделим, нажмем Ctrl-Shift-C. Новую композицию назовем Liquid. А также не забудем сделать исчезновение этого текста. Тут уже ничего сложного, сделаем ту же самую анимацию, только в обратном порядке. Теперь нам нужно сделать композицию, которая послужит основой для создания бликов. Для этого выберем слой Liquid, назовем его Bevel. Добавим на него эффект Fill и изменим цвет на серый. И добавим еще один эффект Made Choker. Geometric Softness 1 сделаем 13. Choke 1 увеличим примерно до 110. И Gray Level Softness 1 уменьшим до 5%. Или даже до 4%. Добавим эффект Bevel Alpha. И Edge Thickness увеличим до 20. Немного изменим угол падения света. И теперь создаем белый сплошной слой. Помещаем его под слоем Bevel. И Track Matte у этого слоя выбираем Luma Matte. Хотя сейчас в композиции внешне ничего не изменилось, но без этого белого слоя работать в дальнейшем блики наши не будут.
Выделим оба слоя и сделаем прекомпоз. Назовем новую композицию Highlight. Добавим в нашу основную композицию Liquid. Пока что отключим видимость композиции Highlight. И на композицию Liquid добавим эффект Fill, чтобы покрасить ее в нужный нам цвет. Включим видимость бликов и добавим еще несколько эффектов, чтобы их доработать. Первым делом добавим Made Choker и немного подредактируем его значение. Choke 1 увеличим до 120 и Choke 2 увеличим до примерно 40. Еще сюда добавим Fast Blur и немного увеличим размытие. Также добавим сюда Simple Choker со значением примерно 9. Дважды продублируем этот эффект и сделаем значение отрицательным. Сейчас у нас блики пропали совсем, но это не из-за Simple Choker, а из-за того, что в предпросмотре стоит половина разрешения. Теперь, когда мы снова видим блики, еще немного поднастроим значение Simple Choker. Теперь нам нужно создать тени. Для этого скопируем слой с композиции Liquid и переименуем его в Shadow. Цвет заливки изменим на черный и добавим эффект Bevel Alpha. Значение Edge Thickness увеличим до 30. Направление света выберем так, чтобы тени были противоположны бликам. И интенсивность света увеличим до единицы. Добавим еще Fast Blur с размытием равным 30. А также Made Choker со значением Choke 1 равным примерно 60. Теперь добавим эффект Color Range, чтобы избавиться от всего лишнего и оставить только тени. Для этого параметр Fuzziness увеличим до 55. И далее, чтобы оставить только тени, уменьшаем параметр MinLYR до 0 и немного подкручиваем все остальные значения, чтобы добиться желаемого результата. Добавим эффект Fill, чтобы покрасить тень в нужный нам цвет. Для этого я выберу цвет заливки текста и сделаю его немного темнее. И наш текст готов. Но чтобы композиция не выглядела такой пустой, добавим еще несколько капель воды. Для этого возьмем композицию с неанимированным текстом и поместим ее в нашу основную композицию. Сейчас будут примерно те же действия и эффекты, которые мы делали при анимации текста. Добавим эффект Minimax с радиусом 50 и выберем Channel Alpha and Color. И снова добавим эффект Vegas и выберем Blend Mode Transparent. Количество сегментов снова уменьшим до 1. Ширину сделаем 2 и все остальные параметры, кроме End Opacity, по единице. Ширина 2 оказалась маловато, и поэтому увеличим ее, например, до 15. Добавим эффект Fill, чтобы покрасить в тот же цвет, что и текст. И чтобы избавиться от размытия по краям, добавим эффект Simple Choker. Дальше остается только заанимировать движение этой капли. Будем анимировать такие параметры, как длина, поворот и ширина. В начале анимации поставим все по нулям.
Передвинем курсор на несколько кадров вперед. И длину увеличим до 0,01. Rotation, например, до 15 градусов. И ширину до 15. Потом снова переходим на несколько кадров вперед и уменьшаем все эти значения до 0. Кроме значения ширины. Еще немного поднастроим значения, как нам нравится. Выделим все ключевые кадры и нажмем F9, чтобы сделать анимацию более плавной. Менять положение этой частицы мы можем при помощи Rotation. Чтобы создать еще несколько таких частиц, просто копируем и меняем значение. И таким образом у нас получился очень даже достойный результат. На этом создание композиции завершено, как и наш урок. Всем пока!